тени старого дуба, укрытый от палящего солнца, жил мудрец по имени Аверон. Мудрец Аверон был старцем с длинной седой бородой и добрыми глазами. Он жил в уединенной хижине на краю деревни, окруженной книгами и рукописями. Люди приходили к нему за советом со всех уголков страны, ища утешения и наставления в трудную минуту. Однажды к мудрецу пришел юноша по имени Итан, терзаемый сомнениями и страхом перед будущим. Итан был молодым человеком, полным мечтаний и стремлений. Он жаждал познать мир и найти свое место в нем. Однако его терзали сомнения и страхи, мешавшие ему двигаться вперед. Его сердце было объято тревогой. Словно бушующее море, не знающее покоя. «О мудрый Аверон!» — промолвил Итан, дрожащим голосом, «как мне обрести уверенность и двигаться вперед, когда будущее скрыто от моих глаз?» Аверон, не говоря ни слова, поднялся со своего места и подвел парня к окну. За окном раскинулся сад, благоухающий ароматом цветов. На одной из роз трепетала прекрасная бабочка, ее крылья переливались на солнце всеми цветами радуги. «Посмотри на это создание», — сказал Аверон, указывая на бабочку. Вчера она была лишь крошечной гусеницей, которая ползала по земле. Она не ведала, что таит в себе будущее, но инстинктивно двигалась вперед, питаясь и развиваясь. И вот она превратилась в прекрасное крылатое существо, способное порхать над цветами. Итан завороженно наблюдал за бабочкой, ее движениями, полными изящества и свободы. В его душе зародилась надежда. «Но как я могу знать, какой путь выбрать?» — спросил он, с мольбой глядя в глаза Аверона. Аверон улыбнулся, его взгляд был полон мудрости и доброты. «Прислушайся к своему сердцу», — ответил он. «Оно, как и инстинкт гусеницы, подскажет тебе верное направление. Не бойся ошибок и неудач, ведь они — часть пути. Верь в себя и свои силы, и тогда ты, как и эта бабочка, расправишь крылья и взлетишь к своей мечте». Слова Аверона проникли в самое сердце парня, словно лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучи. Он понял, что каждый из нас обладает невероятным потенциалом. И ключ к успеху — следовать своему зову и не бояться перемен. В тот день Итан покинул дом мудреца с новым чувством уверенности. Он ступил на свой путь, полный неизвестности, но его сердце было наполнено решимостью и верой в себя. Итан ступил на свой путь, окрыленный словами мудреца. Он оставил позади деревню, где родился и вырос, и отправился в путешествие по бескрайним просторам мира. В пути он встречал разных людей, добрых и злых, мудрых и глупых, богатых и бедных. Каждый из них преподавал ему свои уроки, помогая ему познавать себя и мир вокруг него. Итан не боялся трудностей и испытаний. Он с стойкостью переносил холод и зной, голод и жажду. Он учился у природы, черпая силы в ее величии и красоте. Со временем Итан повстречал свою любовь, прекрасную девушку по имени Лилия. Она была доброй, сострадательной и понимающей. Рука об руку они встречали любые испытания и делили все минуты счастья. Итан не забыл слова мудреца Аверона. Он всегда прислушивался к своему сердцу, которое вело его по правильному пути. Он верил в себя и свои силы, и это помогало ему преодолевать любые препятствия. Много лет спустя Итан вернулся в свою родную деревню. Он стал успешным бизнесменом и всеми уважаемым человеком.
Он делился своей мудростью и опытом с другими, помогая им найти свой собственный путь в жизни. Итан никогда не забывал о бабочке, которая вдохновила его на путь. Он знал, что она — символ его собственного преображения, его пути от сомнений и страхов к уверенности и счастью. Мораль притчи. Верьте в себя, следуйте своему зову и не бойтесь трудностей, ведь каждый из нас обладает огромным потенциалом для достижения великих целей. Помните, что ошибки и неудачи — часть пути к успеху. Сердце подскажет верный путь. Сила веры творит чудеса. Жизнь — это путешествие, открытое новым знанием. Цените любовь и поддержку близких. Никогда не сдавайтесь. Вы обладаете силой изменить свою жизнь к лучшему. И помните, что даже самая маленькая гусеница может превратиться в прекрасную бабочку. И если вам понравилось наше видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.